Господа, вы все прекрасно знаете такой портал autospot.ru. Это то место, где вы можете выбрать нужный вам автомобиль, новый, от официального дилера, да еще и с учетом всех скидок, акций и подарков. Таким образом, вы можете, зайдя на один портал, во-первых, посмотреть, где какие машины есть в наличии, и какие скидки, акции и подарки на них сейчас действуют. Таким образом, вместо того, чтобы обходить всех дилеров и торговаться с менеджерами, вы можете просто зайти на autospot.ru и сразу выбрать подходящее вам предложение. Более того, Autospot недавно открыли раздел «Блог», в котором выходят статьи с тест-драйвами, новостями, обзорами новинок и всем тем, что может пригодиться вам, если вы ищете новый автомобиль или просто интересуетесь автотематикой. Плюс Автоспот ищет сейчас нового ведущего на свой YouTube-канал, поэтому если вы давно хотели стать блогером или чувствуете, что вам есть что сказать, обращайтесь в autospot.ru. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Здравствуйте, господа! У нас новая инвалидочка. Давненько ее не было, и, как вы помните, в прошлой серии у нее были нереальные, по сути, проблемы. То есть плохая передняя подвеска, что-то не ехало, что-то форчало, отлебнуло все. В принципе, серия была идеальной, потому что мы поняли, где слабые места, куда двигаться, и в этой серии мы все это исправим. А может и нет, потому что решение проблемы радикальное. Ну, мы купили оказию на донора, если вкратце. Как вы видите, у нас даже от оказии остались детали подвески, подрамник, даже чуть суппорта. Это все равно все, естественно, пришлось переделать, потому что оказия шире инвалидки, и вообще оказия это не инвалидка. Оказия, во-первых, автомобиль, а инвалидка мотоколяска, как мы сегодня будем много в этом видео повторять. Но самое главное, что здесь все не просто так. То есть у нас, казалось бы, есть подрамник от оказии, у нас есть инвалидка, осталось подрамник от оказии вставить в инвалидку, но это инвалидка. И получается так, чтобы вставить туда это все сюда, туда, обратно, да, вы сейчас увидите, инвалидка сейчас будет практически наполовину распилена, переделана, и в нее будет впервые добавлено человеческое нормальное железо. Передняя подвеска, помимо того, что должна избавить нас от шимми и заставить эту машину рулиться, сделать, проще говоря, управление этой, да какой машины-то, мотоколяски человеческой, по-другому она еще нужна для того, чтобы сюда влез мотор. Дело в том, что штатно у инвалидки
подвеска располагалась сверху, там очень сложная система, короче, там торсион сверху стало, все такое, а у нас же должен как-то туда упасть двигатель. Соответственно, ставятся подрамники такие, потому что это два столба и внизу подрамник. А в середину между всем этим встает, вот, пожалуйста, вам ямаховский двигатель. Японцы делают вещи, который, собственно, уже вытащен с нашего вот того самого простенького гидрика. И это двухтактник, двухцилиндровый на 80 сил, вот с него вал выходит, и он, получается, будет стоять у нас продольно. И дальше от него уже пойдет типа как кардан, хотя не кардан, по факту просто вал, палка, привод, что хотите. И где-то там в задней части инвалидки, пока вообще непонятно где, должен стоять импеллер. И дуть он, скорее всего, будет прям в звезду. Короче, порнография будет, ребят, лютейшая. Потому что все это развести по сторонам, ну тут только если подводные крылья еще сделать. Как вы поняли, по передней части у нас не просто проблема, а трындец какая проблема с этой машиной, я хотел сказать. Но это мотоколяска, это даже не автомобиль в глобальном понимании этого слова, потому что здесь нужен был подрамник, ты пинцет, конечно, обращенул, мне кажется, с этими трубами. На самом деле, почему так все сложно и почему так все долго? Потому что инвалидка — это то место, к чему... Вернее, не к чему, а не к чему в этой инвалидке привариваться, потому что все сделано из фольги. Весь металл, который вы здесь видите, если бы я ударил посильнее, я бы, во-первых, сломал кулак, а во-вторых, прогнул бы все-таки днище в салон. Соответственно, если вы хотите к этому прикручивать какую-то силовую конструкцию, какую-то подвеску, какой-то двигатель, это ничего не подходит. Соответственно, было принято вот такое радикальное решение: заново изготовить моторный щит. Тут, конечно, всегда все еще помножено на безумие автора, который все это варит, но он работает один, и мне некогда его, так сказать, вытрезвлять, чтобы он остановился и делал что-то по-нашему. Все очень сложно. Здесь, по сути, зашла пространственная рама под переднюю часть инвалидки. Все это усилилось здесь. Дальше, конечно, мы надеемся на твои же пороги, которые ты здесь делал. Они теперь работают как часть пространственной рамы. А они уже, в свою очередь, соединены ни с чем, но тоже работают, где сзади уже подрамник. Они же никак не соединены. Ну, они физически прилегают к точке крепления торсионов. Рычага, вернее, нижнего, который уже там с торсионом завязан. Которая тоже переварена в своем эфире. Да, короче, мы не скрываем, что в этом проекте есть небольшой элемент трошака. Небольшой, щепотка трошака буквально в этом проекте, а так чисто daily touch. Задняя звезда, которая у нас отломалась в прошлом видео, я бы, честно говоря, сделал по-другому, но тут можно, кстати, закуситься в этой серии, кто окажется прав. Решение какое было? У нас вырвало вот эти два подшипника, которые применяются для всего чего угодно. Они не обязательно подвесные, они там промышленные, короче, просто два подшипника. Они были куплены и заранее не очень качественные. Знали, думали, что прокатит, не прокатило. Все нормально, рабочая ситуация абсолютно. Взамен их была изготовлена конструкция. Это от чего сам подшипник-то, этот шайба, от чего? Это просто подшипник. Просто подшипник. Просто дайте мне лютый подшипник какой-нибудь, да? Который выдержит погружение в воду. Вот, да, естественно. К нему мы приварим металлическую пластину толщиной с, вот такой, наверное, палец. Ну, это я просто объясняю вам, что реально вот с такой палец. И все это должно выдержать в этот раз, потому что в тот раз у подшипников-то, по сути, уши обломало. А в этот раз тут не уши, а тут прям все сделано прямо руками заботливыми. Но как бы я лично решил эту проблему? Я бы сделал подрамник сюда, и от него сюда, а эти подшипники бы поставил здесь вертикально, чтобы они работали только вектор усилия в эту сторону. И тогда все бы выдержало. Там был вариант еще их перевернуть, их поставить снизу вот этого подрамника. Вот здесь? Да. Чтобы туда, но все равно они сейчас, видишь, работают вот туда. То есть усилие... Ну, нет, с таким количеством металла я что-то верю, что все пойдет как надо. Но я не представляю, как можно после той силуминовой дичи вот это вот все выломать. Наверное, нет, не получится. Но в целом, если вот так разворачиваешь и делаешь, чтобы в площадку давил вектор усилия, то есть типа как вот сюда, только это все развернуто туда, то было бы уже наглухо. И здесь то же самое у нас теперь, господи.
Технологии КГБ на страже инвалидки. Далее, логичным образом, мы снова оказываемся на автодроме, господа, потому что нужно испытать то, что получилось. В тот раз вы все прекрасно знаете, что все пошло не по плану, а значит, в этот раз мы рассчитываем также на тотал. Потому что это весело и это здорово. У нас есть небольшой, я бы сказал, козырь в рукаве, но в нашем сегодняшнем случае это не козырь в рукаве, а уже полная подготовка под следующую серию, потому что вы посмотрите, мотор от гидроцикла уже лежит под капотом. Поскольку оформилось все подкапотное, оформились новые стаканы, тут вообще теперь полностью другая часть мотоколяски. Все время хочется назвать его автомобилем зачем-то, хотя им он, естественно, не является. Но это в следующей серии. Сейчас подробно про это рассказывать не надо. Мотор сюда специально вкинут сейчас. Да, это стало тяжелее, да, оно будет хуже ехать, но зато у нас есть уже передние дисковые тормоза, у нас есть развал, у нас есть нормальное рулевое, рейка, у нас теперь наконец-то рулевая рейка. То есть это все должно проходить повороты на любой практически скорости, учитывая, что мы на полусликах. И у нас для развесовки мотор сюда и опрокинут, потому что не было смысла на один выезд ставить какие-то слабые пиленные пружины, чтобы без мотора она ехала. Плюс, опять же, когда морда тяжелее, меньше шанса, что мы взлетим, допустим, на сотки, если она таковую, конечно, сегодня разовьет, что, опять же, не факт. Не синхронизированы карбюраторы по-прежнему, то есть, скорее всего, это не повалит никуда, но уже будет останавливаться и уже будет рулиться. И уже страшно, что я помню прошлый раз. Будем пробовать. Знаешь, что твое преимущество? Тебе не так страшно, ты еще не ездил. Но надо сказать обязательно нужно сказать, естественно, что, Владян, не переживай, ты можешь без шлема, потому что поедем не быстро. Это традиция. Ой, пинцет. Блин, 22 километра в час, а больше не хочется. Блин, какой звук, а? Какой звук? Не, есть руль. Блин, на заварочке-то, а? Похоже, все. Наконец-то. Погоди. Нет, что-то там само втыкает передачи, прикинь. Я ничего не делал. Нет, ну вот это, конечно, вот это рулевое, да, я понимаю. Это корч. Ну, видишь, передачи. У нас чуть-чуть не то с шифтером. Я супер гонщик! Как ты стыдала меня домой! Уедем! На инвалидке едем! Ну, то есть передачи живут своей жизнью абсолютно. Передача может включиться сама какая угодно в любой момент. Видимо, есть какие-то там хода, и что-то дергает за тягу. И получается, что она сама перетыкает передачу. Это такой полуавтомат, короче, спортивный. Но это реально жесткое дерьмо. И очень страшно. Потому что когда вся эта скорлупа начинает залетать в сторону ненужную тебе, ты думаешь, все, сейчас все разложится. И сама открывается дверь тоже. Ну а так нормас. Ну что, господа, немного скорби, это разгон до 100. Я ставлю что-то на секунд типа 15. Справа от меня стоит Никитос с Владяном. И что, у нас же будет быстрее, BMW или нет? До сотки, пацаны.
Это неплохо. Попробуем теперь поаккуратнее разогнаться. Ну давайте, из 10 выезд будет? Нет, у нас очень сильно цепь проскакивает. Я уверен, что я могу лучше. Держака у нас гора. Нет, 11 разгон у нас. У нас разгон 11. Зашибись. Ну все, дальше цепь не выдержит. Прости, цепь! Нет, это херня. 11, ну где-то 11 с половиной. 10,8, но цепь проскакивает, ничего нам не сделать. Drive a faster car. Итак, в этот раз она даже выжила, у нас даже на месте все звезды, хотя специально стояла камера, которая ждала, ну когда же контент, когда же боль. По-прежнему в ней дико страшно ехать, дико страшно поворачивать. Дело в том, что я на этой машине по-человечески боюсь вылетать с трассы. То есть у нее от того, что ходит кузов, открывается дверь. Не из-за того, что я ее там плохо застегнул, не из-за того... И это при том, что у нас усиленный моторный щит, из-за того, что Саня переварил все пороги. То есть этот кузов крепче сейчас заводского в несколько раз. У нас варен, извините, передний и задний подрамник. Это просто эталон инвалидки, если мы говорим про кузов. А при этом на полусликах такие перегрузки возникают, что его все равно скручивает и дверь открывается. То есть вы понимаете, что будет, если я улечу с трассы. Это не Бентли или Range Rover, на котором я не вписываюсь в поворот и просто с улыбкой еду дальше прямо. Она же просто вся развалится. И, следовательно, я не выживу, и никто не выпустит поехавших. Больше никогда, а ведь все их ждут до сих пор. Поэтому просто страшно. Хочется быстрее, но страшно. Я считаю, даже 80 сил этих, ну, наверное, может быть, бы я сделал, знаете что? 120 сил, чтобы она дико с места бёрнаут делала и вся вот так вот крутилась. Разве что. Но все равно каких-то эпических значений мы здесь по разгону не достигнем. Тормоза у нас даже теперь есть. Она даже реально рулится. Морду у нас теперь не несет. То есть у нас спереди человеческая подвеска. Это тайная инвалидка, на которой можно ездить в городе. В принципе. Подтянуть сейчас цепи, потому что от таких нагрузок их подрастянуло. И в принципе... Можно делать, наверное, первый выезд в год. Ну, надо же попробовать, как в потоке-то люди реагируют на все это. Вум-вум-вум-вум-вум. И обязательно, когда натянем цепи, попробуем с места бросать сцепу, чтобы она такая вся вот эта вот суетливая была в потоке. Из-за чего так все происходит и почему она будет разваливаться всегда? Потому что это мототема. Вся мототема, она очень классная, замечательная, но она рассчитана под мото. Мото весит, чтобы вы понимали, 180-200 килограмм. Ну, бывает тяжелые, конечно. Но мы взяли в данном случае все с легкого мотоцикла. Соответственно, сцепление, коробка, двигатель, все это с легкого. Если двигатель еще ладно, он просто офигевает. Но трансмиссия, представьте, если бы вы коробку от классических «Жигулей» и сцепление от классических «Жигулей» поставили, ну, куда-нибудь на Range Rover. Естественно, оно будет буксовать, естественно, оно будет гореть, естественно, коробку будет рвать. В нашем случае то же самое. Это лишние там 200 килограмм, которые приваливают на эту трансмиссию, они совершенно не нужны. Само собой, оно вечно будет отрыгивать, поэтому это будет трэш-проект. И никогда ничем хорошим он не закончится, безусловно. И уже в следующей серии мы наконец-то открываем для себя переднюю часть мотоколяски, в которой у нас, как я вам показывал где-то в серединке этого видео, уже в своих подушках, уже полностью скомпонованный и готовый, из него даже уже выходит вал назад, стоит двигатель от гидроцикла. То есть с сухопутной частью мы все разобрались, что инвалидку можно сделать быстро, но это все равно будет в принципе трэш. Никогда ничего толкового из этой мотоколяски не выйдет. А в водной стихии можно все, понимаете? Потому что это моряки ходят, а мы плаваем. У нас инвалидка. Хотя все равно, ведь есть же капитан дальнего плавания, но я не встречал ни одного капитана дальней ходьбы.
Или, может быть, такие есть в интернете, я не знаю, ходаки по морю. В любом случае, мы в следующей части уже выезжаем на озеро, на закрытое, я на фарватер не пойду. Это хрень. Меня поймает ГИМС, отберут у меня мои водные права, а их потом очень геморно восстанавливать. Я просто не хочу. На закрытых территориях она или потонет, или нет. И более того, чтобы она пошла на воду, нужно будет менять конфиг кузова. Двери больше не будут двери, а крыша больше не будет крыши. Это из простого. И там будет очень интересно. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. Огромной вам всем удачи и пока. А следующее уже скоро, потому что все почти готово. Там осталось-то только и все. И 10 из 10. А?